Есть несколько мест на Земле, куда я очень хотел бы однажды попасть. Одно из них – Япония. В сегодняшней игре игроки будут планировать свое недельное путешествие в Японию, а именно в Токио и Киото. От того, насколько удачно вы спланируете свое пребывание в этой замечательной стране, будет зависеть, сможете ли вы стать победителем в настольной игре «Поехали в Японию». В игре большой упор сделан на оформление, красоту, возможность насладиться картинками и интересной информацией о Японии. Поэтому, с одной стороны, у нас большие красочные карты, с другой стороны, большие планшеты игроков, а значит, много места нужно на столе. И еще важный момент. То, что вы сейчас видите на моем столе, это не финальная версия игры, очень качественно сделанный, приближенный к финальной версии, но все же прототип локализации. Просто на всякий случай говорю, вдруг вы получите себе такую игру, а она чем-то будет отличаться. Но давайте вернемся к игре. Большие красивые карты Токио и Киото перемешиваются и кладутся в центре стола. Тут же размещаются всякие жетоны, поезда, джокеры, изучения, прогулки и плюс 12. Каждый игрок получает вот такой планшет, на котором один игрок случайным образом размещает 6 жетонов благоприятных условий рядом с названием дней недели. Храмы, еда, природа, покупки, уникальные впечатления и настроение. Остальные игроки берут такие же жетоны и располагают их точно в таком же порядке на своих планшетах. Еще один такой комплект жетонов, кроме настроения, кладется на стартовую клетку трека победных очков. Фишка настроения ставится на центральную клетку здесь, а два маркера ниже. Эти маркеры будут отвечать за счастье и за стресс. Каждый игрок получает по одному стартовому жетону поезда, на котором так и написано «Старт». В середине стола располагается счетчик раундов. На его начало ставится фишка, и вы готовы играть в игру «Поехали в Японию». В чем наша цель? Вот эта неделя здесь – это дни нашего будущего пребывания в Японии. Вы планируете побывать в двух крупных городах и их окрестностях – Токио и Киото. В процессе игры вы будете выкладывать под названиями дней недели карты. Синие – Токио, розовые – Киото. Каждая карта – это какое-то развлечение. Посещение музеев, достопримечательностей, представлений, ресторанов и так далее. А может быть просто приятная прогулка. Как только под каким-нибудь днем окажется 3 карты мероприятия, день будет считаться спланированным, и вы немедленно сможете получить бонусы, если, конечно, спланировали все правильно. Бонусы получаются в том случае, если запланированные в этот день мероприятия совпадают с жетонами благоприятных условий. Давайте я сейчас положу здесь какой-нибудь более интересный вариант. Например, вот на понедельник я запланировал 3 мероприятия. И здесь у меня 1, 2, 3 жетона посещения храмов или каких-то священных мест. И это 3 совпадения с жетоном благоприятных условий на этот день, на понедельник. Соответственно, у меня 3 совпадения. За 3 совпадения я могу получить либо билет на поезд, либо вот такой жетон прогулки. Зачем они нужны, расскажу попозже. На вторник я запланировал 2 посещения каких-то кафе и ресторанов. Это 2 совпадения. За 2 совпадения я могу получить либо вот такие 2 жетона изучения, либо 1 жетон Джокер. Зачем они нужны, тоже расскажу попозже. Ну и самый простой вариант, вот, например, в среду у меня одно совпадение с посещением природных мест. Это значит, что я могу себе получить только вот такой бонус. И это улучшение настроения, я с удовольствием передвину себе вот 1 жетон по треку настроения в сторону улучшения. Это как бы символизирует, что вы удачно спланировали покупки в день распродаж или прогулки в день, когда погода хорошая и так далее. В игре любопытный порядок получения и распределения карт. Каждый раунд вы чаще всего будете брать сколько-то карт, сколько-то оставлять себе и размещать на своем планшете, а сколько-то отдавать сопернику.
и класть вот сюда на его планшет. Как и сколько указано на счетчике раундов. Например, если у нас первый раунд, значит каждый игрок берет себе одну карту Токио и одну карту Киото. И внизу написано «разыграть одну карту, передать одну». То есть из этих двух полученных карт вы должны одну карту себе добавить куда-нибудь, а вторую отдать сопернику. Карта кладется лицом вниз. Ваш соперник до поры до времени не знает, что там. Сами карты не обязательно класть по порядку. Сначала понедельник, потом вторник и так далее. Карты перекрывают большую часть предыдущей. Но вы не обязаны класть карты всегда поверх предыдущей. То есть, если у вас здесь лежала карта вот так, вы не обязаны класть ее сверху. Вы можете подкладывать под или вставлять между ранее выложенных карт. Главное, что когда у вас здесь все закончится, да, вот вы наберете 3 карты, то вы их уже местами менять не можете. В принципе, выбрать правильные карты, удачно расположить их внутри каждого дня и есть основной путь к победе. Какова логика выкладывания карт? Во-первых, нужно стараться оставлять себе и выкладывать карты, дающие много очков. Вот эта карта принесет 4 очка, а эта карта всего 1. Это все указывается сверху карты. Во-вторых, вы должны стараться получить бонусные очки. Они указаны внизу карты. Слева условия их получения, справа сколько бонусных очков вы получите. Главное помнить, что только та карта, которая останется сверху, может дать вам бонусы. Карты, находящиеся внизу, уже ничего вам не принесут. Верхняя карта как бы ключевое запланированное событие на этот день. Но вот здесь у меня случайным образом получилось так, что на пятницу я запланировал посетить торговые ряды. И если до пятницы я смогу посетить 3 шопинга, 3 вот таких значка, у меня, кстати, такое есть, и 3 места с какими-то кафешками и ресторанами, тоже есть, кстати, на данный момент, то я в конце игры получу 9 победных очков. Бывают случаи, когда карта совсем вам не нравится, никуда не подходит или вообще все испортит. То есть вам как бы предлагают мероприятие, а оно нежелательно, неудобно и не вписывается в ваши планы. Тогда вы можете решить отправиться на прогулку. Что вы делаете? Вы берете карту, которая вам не нравится, отправляете ее в сброс. А вместо нее берете любую карту Токио и Киото и кладете ее в любой доступный день, где еще нет 3 карт, лицом вниз. Плюс в качестве дополнительного бонуса получаете жетон изучения. Это указано на самой карте. Жетоны изучения – это способ подобрать себе удачную карту. В любом раунде вы можете сбросить такой жетон, набрать 3 любые карты из колод, а потом отправить в сброс 3 любые карты, включая те, которые у вас были к тому моменту на руке. Ну, то есть, тем самым вы повышаете себе шанс раздобыть подходящую карту. Теперь вернемся немного к прогулкам. Если вы завершили день с 3 и более благополучными символами, вы можете взять билет на поезд или отправиться на дополнительную прогулку. Ну, как вот здесь у меня, например, 3 символа, и вот в этот момент я выбираю себе бонус. Взять билет на поезд или отправиться на дополнительную прогулку. То есть, по сути, положить 4-ю карту вот в этот завершенный день. Вот так, например. Теперь к билетам. Зачем они нужны? Это крутая механика в игре. Планируя мероприятие в 2 разных городах, нужно отдавать себе отчет в том, что вам нужно будет между этими городами перемещаться. В конце 13-го раунда, когда все дни будут распланированы, вам нужно будет на каждую карту, когда она меняет цвет с синей на розовую или наоборот с розовой на синюю, положить жетон поезда. Ну, например, я начал свое путешествие на самом деле вот из Киото, но в какой-то момент я из Киото перебрался в Токио. Видите, с розовой перешло на синюю. Значит, вот здесь я должен положить билет на поезд. Дальше. Здесь я снова остаюсь в Токио. Тут все хорошо, конечно, красиво. В настоящей игре так красиво редко получается. Потом снова перебрался в Киото. Сюда мне нужно положить билет на поезд. Допустим, ранее я приобрел себе вот этот билет, это называется билет бизнес-класс. Я могу сюда его положить, и тем самым я получу 2 дополнительных очка в конце игры и плюс еще повышение настроения. А вот здесь
на этот переезд обратно в Токио мне уже не хватает билетов, ну не запас. Тогда вы берете из запаса один билет и кладете его значком -2. Это билет в эконом-класс. Он вам радости не приносит, ну и очки тоже отнимает. Здесь я остаюсь в Токио, а здесь снова перебираюсь в Киото, и снова у меня -2 очка я должен сюда положить. Стартовый жетон есть у всех. То есть, как минимум, одно перемещение бесплатное вам гарантировано. При финальном счете в районе 100 очков эти -2 очка в большинстве случаев не так критичны, но совсем уж не обращать внимания на цвет карт и весь отпуск мотаться туда-сюда между городами тоже, наверное, не стоит. Когда все билеты разложены, начинается само путешествие. По сути, просто подсчет очков. Это довольно большая часть игры, и для нее используется специальный блокнот. Каждый день считается отдельно. Вы идете сверху вниз по картам в каждом дне по порядку от понедельника к субботе. Давайте посмотрим, что у меня получилось. Давайте эту карту я уберу. Здесь у меня очки опыта, ну давайте я не буду называть их тип, красного цвета. Они у меня перемещаются раз, два, три, на 3 позиции. Раз, два, три. Здесь у меня ухудшилось настроение. Здесь у меня оно обратно улучшилось. Видимо, что-то дешево мне досталось. Здесь вот этот значок природы у меня перемещается на 1. Дальше мы смотрим, сколько в этот день я заработал очков. Посмотрите, здесь у меня 1 плюс 4 плюс 2 это 7 очков. И плюс еще в конце я могу получить бонус. Давайте проверим, получил я его или нет. Называется «Погрузиться в себя». Вот в каком-то храме можно было погрузиться в себя. В этом случае этот бонус принесет вам очки, если у вас нет здесь жетонов покупок. Достаточно тематично получается, да? Вы не расходуете свою энергию на вот эти вот какие-то мещанские вещи, там покупки, хождение по магазинам. Нет, вы концентрируетесь, погружаетесь в себя и получаете вот эти бонусные 5 очков в том случае, если никакого шопинга не было. Никакого шопинга в понедельник, вот до момента наступления этого бонуса у меня не было, поэтому я к 7 очкам прибавляю еще 5 и в блокноте в понедельник запишу 12 очков. Вот за понедельник 12 очков. Плюс еще бонусом я передвигаю на одну клетку вот этот жетон природы. И так далее. Здесь есть шкала стресса, которая передвигается вперед-назад. Как только шкала стресса доходит у вас, и счастья, стресса и счастья, доходит до крайней отметки счастья, например, вы вот этот жетон передвигаете на следующую клетку и получаете в конце игры 5 очков. Этот жетон обнуляется, и если он дойдет еще раз, да, вот где-то там, снова до максимума своего, вы передвинете этот жетон еще. И наоборот. Когда этот жетон будет опускаться вниз и дойдет до крайнего уровня стресса, вот и этот жетон переместится на следующую клетку и принесет вам минусовые очки и так далее. Дойдя до карты с прогулкой, вы имеете право ее перевернуть и решить, оставите ли вы ее лицом вниз в качестве прогулки или все-таки перевернете и используете ее лицевую сторону. У меня вот здесь такая карта прогулки есть. То есть, да, вот в четверг мне, видимо, какая-то карта там не понравилась, я положил себе карту прогулки. Вы переворачиваете ее и смотрите, устроит ли вас те символы и то место, куда вам предлагают отправиться. И если нравится, да, вы ее оставляете в том же месте. Если нет, то оставляете прогулку. Вот таким образом. То есть вы как бы пошли гулять, но по дороге увидели что-то интересное и решаете, посетить это или нет. Так вы считаете очки за каждый день, плюсуете очки за жетоны, потому что эти жетоны у вас будут перемещаться вот на эти клетки. Например, если игра закончится вот таким образом, ну вот так, например, да, то вот за эти 2 жетона я получу за каждый 4 очка, то что они находятся в зоне 4 очков. За вот этот жетон я получу 8 очков, за этот жетон 12, за этот 15. Тоже, конечно, крутая история. У меня так не получалось. Здесь есть еще Джокер, вот такой. Вы можете его получить в процессе игры. Если вы видите, что у вас один жетончик буквально на один шажок не достает до победных каких-то более высоких очков, вы можете его сбросить и передвинуть один жетон наверх. То есть вы считаете еще очки за жетоны. Плюсуете и минусуете очки за настроение. Плюсуете и минусуете очки за поезда. Добавляете по одному очку за неиспользованный жетон изучения. Кто набрал больше очков, тот лучше спланировал
свое путешествие, тот совершил более увлекательную поездку и выиграл в игре. Любопытно, что абстрактную игру, в которой большую часть игры занимает подсчет очков, сделали такой тематичной. Я обожаю путешествовать в другие страны и с удовольствием занимаюсь планированием. Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что, с одной стороны, от хорошего планирования зависит степень удовлетворения от поездки, но в то же время неожиданные встречи, незапланированные траты, приятные впечатления, погода и прочие обстоятельства могут повлиять на ощущение от поездки как в одну, так и в другую сторону. Все это отлично отражено в игре. Игра наверняка понравится не всем. Она достаточно абстрактна и механична, с небольшой долей взаимодействия и большой долей случайности, в плане того, какие карты вам могут попасться. Тут тематичность немножко теряется, то есть вы можете спланировать поездку не из всего разнообразия достопримечательностей Токио и Киото, а из того, что вам попадется. Но будем считать, что у вас просто очень мало времени на планирование, и вы исходите из того, о чем успели узнать или что вам посоветовали посетить. Оформление выше всяких похвал. Японский стиль, приятные тона, не терпится увидеть игру на русском языке в финальном исполнении, а не в прототипе. Правила игры сделаны в виде путеводителя, а информация на картах интересная, хотя, конечно, в первых партиях у вас не будет много возможностей изучать их подробно. Вы в первую очередь будете смотреть на цвет, на символы, на очки. При этом авторы призывают в процессе подсчета очков отыгрывать сложившуюся картину, рассказать, куда вам удалось попасть, что вы там увидели, чему порадовались, от чего расстроились. Короче, при желании игра дает нужное настроение и атмосферу путешествия. Что касается игрового процесса, то он сводится к тому, что вы должны просто грамотно расположить карты. Мне лично подобные игры очень нравятся, но я понимаю, что такое может понравиться не всем. Практически до финального раунда нет никакой гонки. Вы не знаете, насколько вы дальше или ближе по очкам от соперников. Можете догадываться, конечно, и набравшись опыта, действительно сможете по-настоящему вмешиваться в планы противника, передавая ему для этого специальные карты, но в целом это все-таки такая размеренная и умиротворенная игра. Но при этом она хорошо заставляет поработать ваш мозг, планирование развивает просто отлично. В игре есть неплохо работающий и несложный в управлении соло-режим, а еще в моей коробке есть дополнение, которое называется «Однодневные туры», который добавляет воскресенье вот сюда и возможность каждому игроку съездить на денек в еще один японский город. Очень даже неплохо придуманное дополнение, то есть не просто, например, увеличение количества игроков или добавление разнообразия карт, а такое любопытное изменение и дополнение к основным механикам игры. В общем, очень любопытная и приятно сделанная игра. А на этом у меня сегодня все. С вами был Дмитрий и канал Geek Media. Играйте в настольные игры. Всего вам хорошего. Пока-пока.